Здравствуйте, мои дорогие! Привет, привет! Сейчас мы с вами погадаем. Предлагаю посмотреть стремительные события, которые врываются в вашу жизнь. Может быть, чего-то вы совершенно не ожидаете, да? Какие-то сюрпризы, новое. Что войдет в вашу жизнь? Давайте посмотрим. У вас как раз есть сейчас момент подписаться на мой канал, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео. Так сказать, заблаговременно. Спасибо большое. И мы с вами начинаем. 3 события. Это не варианты, это просто события, которые стремительно ворвутся в вашу жизнь. И мы так коротко проверим сейчас, что за событие. Первое. Кубковая королева. Будете держать кубок в руке. Это наслаждение, это удовольствие, это радости, которые придут в вашу жизнь. Стремительно, девочки. Что-то неожиданное. Вы знаете, для тех, кто в одиночестве, это, конечно, знакомство очень приятное. Свидание, да, когда будет расцветать ваша душа. Для тех, у кого есть у вас сейчас пара, значит, будете какая-то прекрасная, опять же, встреча пройдет именно с этим человеком, да, если есть у вас уже душа, лежит кому-то. И, возможно, будете очень приятные слова слышать от этого человека, поскольку ваша душа расцветает. Может быть, если вас вообще этот вопрос не трогает, у вас все в порядке, вы просто смотрите про жизнь, да, но здесь большие другие радости могут быть человеческие, да, может быть, на вашем пороге прекрасные люди приедут, ваши родные, близкие. Это тоже здоровье, знаете, когда человек очень хорошо себя чувствует. Самое классное, что может быть, да, наша королева, наша кубковая, первая же карта, держит кубок этот в руке. То есть все хорошо у вас идет и будет. Стремительно что-то войдет в вашу жизнь приятное. Следующая карта у нас тоже кубковый рыцарь идет. Ну, фигурная карта, мужчина. И что? Снова кубковый пажик. Здесь прямо семья выложилась, да, для кого-то показывает, что будет налаживаться, например, отношения в семье. Либо семья собирается вся вместе, да, за круглым столом, что называется. Даже какой-то человек может появиться и приехать, который долго-долго не мог приехать почему-то, да. Какая-то ситуация ему не давала. Человек был где-то далеко, не мог вырваться оттуда, да, были какие-то проблемы, может быть, у него. Вот, либо между вами и этим человеком были проблемы. Смотрите, это будет все решаться, и будет решаться через кубки, через любовь, через взаимность, через доверие. Вот такая у нас здесь история. Еще несколько карт, мы пойдем дальше. Так, у кого-то пауза, скорее всего, была с мужчиной, а может быть и сейчас вы в паузе, например, находитесь, но из этой паузы идет выход, все равно вы как бы вместе, то есть будет какой-то контакт, особенно если какая-то пауза затянувшаяся была, и вы вообще уже ничего не знали об этом человеке, да, пропал, нету, что случилось, да, не знаю, обиделся, что-то случилось у него, то здесь вы все-таки рядышком окажетесь. Такое впечатление, что женщина ожидает от короля каких-то объяснений, может быть, конечно, и признаний, но, скорее всего, вот женщина с мечом в руке у нас сейчас как требует, да, скажи мне что-то, расскажи, пожалуйста. Вот, ну, требует, наверное, это я жестко выразилась, но, скорее всего, ожидает от короля каких-то объяснений вообще, что произошло. Давайте мы раскроем тогда, что же произошло. Так, что произошло? Но прежде всего я вижу, что человек просто затасковал и вернулся. Вот что-то между вами ранее произошло, но человек, этот мужчина, он хочет нового пути с вами, новой дороги. Вот так. И эта новая дорога таки будет, да, вы попробуете. Но смотрите, надо будет через что-то перейти. Дело в том, что вас объединила вот эта карта, шестерка кубковая. Это ностальгия по прошлому. Это то, что человек и один, и другой не может отпустить. Да? Поэтому человек появится на вашем пороге. Но что-то есть, то, что он не хочет рассказывать. Смотрите, по семерке жезловой, да, круг такой очертил, и вот дальше этого круга не пущу, да, почему? Мы хотим раскрыть все-таки, да, все равно же вернулся, но надо будет раскрывать, что случилось. У него какие-то серьезные проблемы были, мечевой паж, это потери,
это потеря финансового характера, это предательство. Что-то очень тяжелое, собственно, у короля произошло. Мечевой паж, девочки, это у нас серьезная такая негативная карта. Могло быть с финансами, действительно. И не хочет, может быть, рассказывать о финансах. Он потерю финансовую понес и не хочет в этом признаваться. Окей, дальше идем. Пришел же, пришел. Чего хочешь? Расскажи. Смотрите, хочет в двойку, хочет в пару зайти. Вы знаете, то, что он вам сейчас не говорит, может быть очень еще пока что больно. Он вам скажет об этом позже. Он раскроется. Да, он раскроется. Вот, карта информации вышла. Вы все узнаете, что произошло, как и почему. Но человек пытается стремиться с вами снова быть рядом. Не может без вас. Для тех, кому это важно. Так, дальше. Еще несколько карт. Первое событие. Так, показано здесь человек, который по вам очень-очень скучает, тоскует, о чем-то сожалеет, возможно, о каких-то сказанных словах или действиях каких-то. Этот человек далеко от вас сейчас, и этот человек хочет примириться с вами. Вот такой сюрприз. А вот и вы, Пентаклевая королева. Кстати, может быть, вы поссорились действительно с женщиной, да? С девушкой, с женщиной, с подругой, с сестрой, с мамой. Может и так быть. И этот человек для вас ценный, хочет примирения. Вот обратите на это внимание. Еще одна карта. Ой, какая прелесть. Вышла карта звезда. Девочки, о чем мечтаете? Все сбудется. Вот первая линейка, смотрите, она как-то вся про чувства вышла, да? О чем мечтаете? Все сбудется. И теперь мы пойдем второе событие смотреть. Второе событие. Второе событие. Смотрим внимательно. Так. Ух ты! Но здесь карта смерти. Это, девочки, будет что-то останавливаться, либо заканчиваться, либо трансформироваться, заканчиваться. Это очень созвучно, да, потому что по-любому это как новые формы приобретает какая-то ситуация. Какая? Давайте рассмотрим. Так. Да. Ой, мама дорогая, смотрите, какие карты идут. Какие карты идут. Девочки, заканчивается тяжелейшее какое-то событие. Что-то, то, что вас очень ранило, очень травмировало. Видите, десятка мечевая. Это 10 мечей, да, которые вонзились в душу, вонзились в тело. 10 мечей — это еще может быть операция. Может быть, кто-то болеет, да, кто-то из тех, кто смотрит сейчас, или болел, да, или из ваших родных и близких, дорогих вам людей. Эта ситуация заканчивается. Человек справляется, да, с какой-то очень серьезной проблемой, взлетает, взмывает вверх. Видите, по тузу жезловому вперед, только вперед, да, не остается в этой какой-то печальной, в этом печальном моменте, взлетает вверх, уходит, заканчивается, да, все, финал, конец вот этой печальной какой-то истории. И там, куда человек уходит, смотрите, какое идет счастье, солнце. Светло, тепло, надежно, гармонично, да, меня любят, меня понимают, меня принимают таким, как я есть. Все, девочки, выход из запутанной или даже, скажем, тяжелейшей какой-то ситуации, она заканчивается. Может быть, у кого-то был развод, расставание, да, или суды какие-нибудь были, ну, что-то такое, с чем трудно было, или работа, которая, ну, вообще уже просто всю энергию отняла и денег не приносила, да, здесь человек примет решение и просто идет дальше. В любом случае заканчивается что-то, то, что вас измучило, и вы приходите к солнцу. То есть вы будете совершенно довольны и счастливы таким разворотом событий. Дальше. Так. Кубки, кубки, много кубков. Будете довольны ситуацией. И здесь шестерка пентаклевая. Знаете, по шестерке пентаклевой, возможно, вам кто-то поможет, возможно, даже материально, советом, возьмет за руку и скажет, пойдем, да, и приведет куда надо, куда вы там хотите. Это идет помощь. Может быть, также показано, что вы кому-то поможете, и вы будете очень этому рады. Либо помогут вам, и вас это тоже будет радовать, и этого человека. Видите, вышла карта взаимообмена, помощи, когда один человек протягивает руку другому, что-то дает, да, помогает. И оба человека в результате очень довольны и счастливы. Да? Один то, что получил помощь, другой то, что помог. Дальше. Какой-то мужчина тут рвет и мечет.
Может быть, это тот, которому, ну, который все потерял, да, который не уберег, не удержал свое счастье. Смотрите, вот мужчина сам своими руками у кого-то, да, из тех, кто смотрит, разбил все, разбил отношения, разрушил, да, башня, все закончилось. Собственными руками все сделал. И находится еще в иллюзиях, видите, что еще все можно вернуть, восстановить, что куда она денется, да, вот так вот. Смотрите. Или куда он денется, мужчины тоже меня смотрят, правильно? Так, переворачивайте мужчины как на себя, поняли? Ну, да, кто-то в иллюзиях находится, что все еще может быть. Но на самом деле у этого человека сейчас серьезная пауза любовная. То, что он там намечтал, женщина, я вижу, не проявляется. Вот, двойка мечевая. Нет слов, нет движений, нет контакта. Не хочу говорить, да? Все. Поэтому кто-то из мужчин разрушил, теперь страдает. Тяжело ему. Видите, десятка жезловая карта трудного пути. Потому что хочется, да, может быть, снова контакта, а вот нет, пауза. Не хочет женщина выходить на разговор. Вот пошло отдаление. Люди сейчас не рядом, не вместе, обращается к мирозданию, к богам обращается, хочет, чтобы женщина вернулась. И дальше видит в женщине огромную силу, чувствует эту силу, притяжение, да, огонь, страсть у его и дальше тянет к этой женщине. И только теперь уповает на небеса. Видите, карта Иерофанта вышла. На то, что, может быть, ну, в иллюзиях находится. Ему кажется, что женщина его там примет, простит, позовет. Но это иллюзия, девочки. Там человек что-то наломал дров. Будь здоров. Так, еще пару карт и идем дальше. Угу. Вы знаете, кто-то ждет человека, мужчина это, и очень тревожится об этом человеке. Возможно, он уехал, и у него проблемы в дороге, проблемы в пути. Там, где он находится, какие-то проблемы есть у этого человека. Это молодой мужчина. И вы знаете, вот здесь идет вам то, что этот человек окажется, ну, там, где вы хотите. Я думаю, рядом с вами, да? Паж Пентаклевый — это уже первые какие-то шаги в ту сторону, куда развиваться правильно, куда правильно идти либо ехать. Просто эти шаги маленькие, медленные, но тем не менее этот мужчина, который сейчас, скажем так, в беде, в проблемах, да, все-таки разворачивается и первыми маленькими шагами уже идет туда, где ему не будет так тяжело и больно и проблемно, да, и, соответственно, и вам не будет этих стрессов. Поэтому, возможно, скоро на пороге, не очень честно, скоро, но будет человек, который сейчас вот в проблемах, молодой человек. И вы будете этому, конечно, очень рады. Верховная жрица — это ваш сигнификатор, да, взрослая женщина, мудрая женщина, которая, ну, прочувствовали вы уже свою судьбу, уже вы очень многое поняли о себе. Может быть, не все, конечно, но многое. Сейчас будете вы, получаете вот повороты такие в жизни со знаком плюс для вас. Вот знаете, как награда за то, что вы пережили, за действительно, за то, что вы сделали тоже для людей, за вашу добрую душу, будет вам награда. И вы знаете, даже у кого-то будет налаживаться финансовое положение, которое было шатким, именно благодаря вашей опытности и вашей мудрости. Кто-то может даже удержать или повернуть судьбу к себе лицом, просто вот благодаря своей интуиции. Да, прочувствуете ситуацию, правильно себя поведете и разворачиваете так, как вам надо. Так, вот такая у нас вторая ситуация. И мы сейчас посмотрим, что у нас там. Третья карта какая. Ну-ка. Девятка мечевая. Ну, карта бессонных ночей. Ну, давайте посмотрим, почему, кто не спит у нас ночами, почему не спит. Может, не обязательно это вы, может, это из-за вас не спит ночами, да? Мечевая девятка. Действительно вышел мужчина. Мужчина. Императором хочет стать. Девочки, какой-то мужчина хочет быть рядом с вами, стать мужчиной номер один для вас. Семью хочет с вами создать. Почему не спит ночами? Может быть, конечно, человек не рядом и не очень уверен, что такая шикарная женщина, допустим, его, ну, подождет, допустим, что вас не уведет никто.
Здесь также, возможно, проблемы у мужчины просто. И он волнуется. Как вы именно переживете эти проблемы. Вот так вот скажем. Мужчина серьезный, мужчина надежный, очень успешный. У него все есть для жизни, да, но у него нет рядом женщины. Именно вас. Он хочет, чтобы рядом были вы. И вот он может болеть еще сейчас. По этой девятке еще человек может сейчас реально просто болеть. Либо вот большие волнения, связанные именно с вами у какого-то мужчины. Ну, давайте еще о нем раскроем немножко. Вы знаете, человек, конечно, не был в одиночестве. Более того, по тройке кубковой, скорее всего, очень много внимания женского привык получать. Вот. Он такой видный, он такой интересный, он женщинам нравится, и отказа ему, скорее всего, не было. Но дело в том, что его сейчас привлекает вот именно, знаете, уже такая встреча, которая приведет к тому, что вот люди живут одним домом, к семье. Вот она у нас одна карта семьи, десятка пентаклей, а вот вторая. Потому что это встреча с далеко идущими планами. Видите, что возникает в мыслях? Причем мужчина, мысли у мужчины, видите, мысли о том, что с этой женщиной я хочу жить одним домом, я хочу ее... Судьба это моя, эта женщина. Поэтому вот он, этот человек, он даже может, знаете, что сейчас думать? Как бы сожалеть о каких-то бесцельно прожитых своих годах. Когда, например, он видит, что у его друзей уже там дети подрастают, да, или взрослые уже дети, а он все гулял, все вот брал от жизни, все в плане вот этих наслаждений, а теперь вдруг понял, что как-то неправильно вообще-то жил, да. Человек хочет семью, девочки. И то, что в его жизни было всего этого полно, у него как пресыщение, он этого больше не хочет. Сейчас его удача, его счастье – это вот встреча с единственной женщиной. Может быть, почему он так переживает? Может быть, у вас разница в возрасте, например, да, он старше, а вы моложе, потому что он все-таки императором показан. Это взрослый мужчина. О чем-то он волнуется. Может быть, вы издалека, из разных стран, да, он переживает, а захотите ли вы приехать и быть рядом с ним. Что-то есть такое, может быть, даже разная культура, что-то, о чем он очень сильно тревожится. Но он вот этого переворота такого серьезного в жизни своей хочет. Именно с вами хочет это, чтобы случилось, произошло, девочки. Вот такой вот мужчина здесь заходит в вашу жизнь, у которого было всего и много. Сейчас он тоже, конечно, человек и не бедный, и успешный, и люди его уважают, да, и, скорее всего, руководитель где-то, может быть, свой бизнес. Но вот с любовью он как заигрался, знаете, не то от жизни брал, что теперь понял, да, что он хочет действительно настоящей любви, взаимопонимания, гармонии. И чтобы одна женщина была рядом, да, и не надо ему теперь уже, скажем, много и разных. Вот одну хочет. Будет для этого делать шаги. Ну вот тревоги, вот у него есть, видите, тревоги на этот счет. Да, вот, пожалуйста, умеренность. Это семейная жизнь. Потому что умеренность это когда каждый день похож на другой. А это и есть семья, да, люди. Пошли на работу там, да, вечером встретились, поужинали, фильм посмотрели, там сходили в гости, приняли гостей. Это такая спокойная жизнь, вот семейная. Вот этого он хочет, этот мужчина. Но у него есть тревоги. У него есть тревоги. Опять карта брака вышла, вы же понимаете, да, это юстиция, роспись. Так, ожидайте предложения от человека, который очень хочет быть рядом с вами и хочет семью. Хотя в жизни у него он жил, конечно, видите как? Жил в свое удовольствие, вот так вот. Но сейчас он всего этого хочет как избавиться, хочет по-новому жить. И такая возможность будет дана и ему, и вам. Да, вот идет эта возможность. Вышла у нас карта справедливости, карта мага. Это возможности. И жезловый рыцарь, знаете, это скорость. И тоже я его понимаю. Взрослый мужчина, если он уже так решил изменить свою жизнь, да, он будет делать это быстро. А куда уже раскачиваться, да? Сколько можно тянуть? Поэтому это скорость. Ожидайте, девочки, у кого есть такой мужчина в знакомых, да, в контактах.
Когда вы знаете, что вы ему очень нравитесь, он будет действовать в вашем направлении, он хочет с вами семью. Вот такие у нас новости сегодня. И это вас может действительно удивлять, да? Может быть, вы не будете это ожидать, допустим, от этого человека. Вот. Выбирать, конечно, вам. Выбирать, конечно, вам. Вот такие моменты. Может быть, кстати, это показан мужчина, с которым были у вас когда-то отношения, да, вполне может быть. И который, скажем, ну, немножко пожил в свое удовольствие и понял, что это не надо, достаточно, да, он хочет свою и нормальной человеческой жизни. Так тоже может быть, дорогие мои. Вот такое у нас сегодня гадание. Ожидаю от вас реакции, да, ваши спасибо, ваши лайки, ваши комментарии искренние. Будет мне очень это интересно. И подписка, конечно. Пока, до новых встреч. Спасибо вам.